Американцы совершили 6 миссий на Луну. Еще 3 оказались отменены. Новый президент Ричард Никсон отказался тратить деньги, более 5 миллиардов баксов, на такие дорогущие программы. Прекратил финансирование Аполлона в угоду более близким, дешевым и безопасным околоземным полетам. Последняя экспедиция к поверхности Луны, Аполлон-17, состоялась в далеком 1972 году. И с тех пор, вот уже долгих 40 лет, никто на Луну не летает. Версий такого финта несколько. Самое главное, на поверхности Луны человек вообще никогда не был. Ибо такового уровня техники нет просто у нас пока еще. Американцы пару раз сумели изобразить видимость своей высадки на естественном спутнике Земли. Однако с тех пор наука и техника ушли настолько вперед, что втихушку симулировать новый полет к Луне стало просто невозможно. Люди, новый, снятый в голливудской киностудии, фейк тут же распознают. В эту версию, согласно недавним соцопросам, верит до четверти жителей самих же современных США. Впрочем, есть и версии, что американцы все-таки до Луны чих-пых долетели. Ценою просто фантастических трат бюджетных средств, которые сейчас себе позволить изрядно обедневшие янки уже просто не могут. Да и не видят смысла, тогда они играли мускулами перед СССР, устрашали нашу страну. А сейчас страны Советов и главного космического конкурента более не существует. Да и сама высадка на Луне, с точки зрения получения прибыли, вообще ничего путного пока не несет. Само НАСА как получило мощное сокращение бюджета в 1973 году, так до сих пор себе бабла выбить, и не может порядочно. Еще одна конспирологическая версия гласит, американцы отыскали на Луне нечто такое, что их астронавтов изрядно напугало. Например, увидели там секретное убежище пришельцев или местную необычную форму жизни, возможно, даже разумную. После чего американское правительство от греха подальше велело все полеты к спутнику Земли нафиг свернуть. Весьма непонятно, и почему свою лунную программу столь внезапно свернул СССР. У нашей страны в середине 1970-х уже имелись разработки подходящей ракеты-носителя и план создать на Луне к 1980 году собственную базу. Но все это немедля похоронено было. Впрочем, в последнее время лунная программа человечества потихоньку возрождается. Хотя бы в планах. И новую высадку на Луне планирует совершить к 2030 году уже другая мировая сверхдержава — Китай. Не исключено, что за нелегкое дело путешествий во Вселенную возьмутся и частные компании, что найдут средства доставить к Луне первых космических туристов. «На Луне нам не рады», якобы произнес отец американской космической программы Вернер фон Браун, когда узнал о результатах миссии Аполлон-17. Различные вариации этой фразы, приписываемой создателю американской космонавтики, можно встретить в тех или иных источниках конспирологической тематики. Экипаж Аполлона-17 провел на Луне более 3 суток. За это время астронавты сделали множество снимков, собрали порядка 100 килограммов образцов лунных пород и грунта, установили необходимые приборы и датчики, провели ряд экспериментов и перед отлетом оставили на поверхности мемориальную табличку об исследовании Луны. 19 декабря экипаж благополучно вернулся на Землю. Миссия Аполлон-17 считается одной из самых успешных и беспроблемных в истории лунных полетов. Никакие серьезные сбои, неполадки и непредвиденные обстоятельства не помешали астронавтам, если не считать неожиданно проявившейся у одного из членов экипажа аллергии на лунную пыль. Так гласит официальная версия. Однако резкое сворачивание программы после по-настоящему успешной исследовательской миссии выглядело подозрительно. Достаточно скоро возникла конспирологическая версия, что в действительности астронавты столкнулись на Луне с остатками высокоразвитой цивилизации или даже вступили с ней в контакт. НАСА и лично фон Браун, осознавшие, что речь идет о значительно превосходящей человеческую цивилизации, якобы настояли на том, чтобы не будить лихо, пока оно тихо, и свернуть полеты на Луну, чтобы не рисковать судьбой человечества. Существует и второй вариант конспирологической легенды. Согласно ей, после Аполлона-17 на спутник Земли все же была отправлена еще одна миссия — Аполлон-18. Она была отправлена в условиях строжайшей секретности. Официально этого запуска никогда не было, а астронавты не могли рассказать о своей миссии даже семьям. Их задачей было исследовать эту загадочную цивилизацию, которая, однако, была возмущена вторжением чужаков, и экипаж так и не вернулся на Землю. Известна еще одна версия лунной встречи.
Со ссылкой на книгу «Потерянный космос» Эдвина Райса утверждается, что вскоре после посадки, когда астронавты ехали на луноходе, в их рациях зазвучал неизвестный язык. Они перенаправили запись в НАСА, где его сразу определили как латынь и перевели. Оказалось, что местные обитатели предостерегают землян от вторжения в их пространство. Астронавты вернулись на корабль и вскоре отправились на Землю, а на Луну больше никто не прилетал. Также утверждалось, что автор книги — сотрудник НАСА и один из руководителей программы «Аполлон-17» Эдвин Райс. В 1976 году Джордж Леонард опубликовал книгу под названием «На нашей Луне есть кое-кто еще». В аннотации книги сообщалось, что автор является бывшим работником НАСА, которому удалось раздобыть сверхсекретные снимки лунной поверхности. Их спрятали от общественности, поскольку на них якобы можно было разглядеть следы присутствовавшей там высокоразвитой цивилизации. На снимках не очень хорошего качества, опубликованных в книге, автор видел в лунных ландшафтах очертания руин древней цивилизации и тому подобные вещи. Почему люди отказались летать на Луну и свернули все программы исследования спутника планеты? Этот вопрос не дает покоя всем исследователям космоса и ценителям загадок. Уж если люди замахнулись полетами на Марс, пытаются исследовать черные дыры космоса и самую изумительную планету Солнечной системы, Венеру, то уж до Луны-то рукой подать. Но так думают только те, кто не знает новых пугающих фактов про наш спутник. Приоткроем тайну над сведениями, которые скрывают ученые и космонавты. Неопознанные объекты на Луне — это больше не вымысел 25 января 1994 года в рамках программы «Клементина» был запущен модуль, который сделал порядка 2 миллионов снимков Луны. На снимках четко видно некоторые замазанные объекты. За расшифровкой обратились к специалистам независимых лабораторий. Замазанный объект на фотографиях имеет размер, в десятки раз превышающий размеры Лос-Анджелеса. Никаких сомнений, это рукотворное сооружение, механизм, который никак не может быть создан самой природой. Ойрикс, судебный эксперт, сотрудник департамента полиции, также есть версии, что на снимках заметен гуманоид, занятый работами в правой передней части механизма. Но до тех пор, пока НАСА не уберет искусственную расфокусировку, реальные снимки от людей закрыты. На обновленных снимках кратера никаких объектов уже нет. Само углубление очерчено с подозрительной четкостью. Фальшивый горизонт для съемок лунной поверхности НАСА применяли особые камеры с крестиками-регистраторами. Эти крестики позволяют рассчитать расстояние между объектами на снимках. На любом снимке крестики располагаются перед объектами, попадающими в кадр. До недавнего времени крестики отчетливо проявлялись на всех снимках, а потом они пропали. Пропажа — очередная фикция, крестики кто-то упорно удалял, делая фальшивый горизонт. Но кому именно это нужно и что скрывается за замазанной картинкой, пока неизвестно. Пирамиды на Луне — это реальность на всех официальных фото Луны, небо черного цвета. И это совсем не ночь, а специальная обработка. На темном фоне попросту не видно множество объектов, которые отчетливо выделяются на осветленных снимках со снятыми фильтрами. После миссии Аполло-17 публика увидела немало новых изображений. Внимание привлек снимок номер 20680, номер в официальном каталоге НАСА. В течение 30 лет это была пустая фотография с белым фоном, но все оказалось не так просто. Ученые сходятся во мнении, что возраст пирамиды намного превышает возраст наземных объектов подобной формы. Кратеры на Луне имеют одинаковую глубину. В 1959 году советская межпланетная станция передала на Землю фото обратной стороны Луны. Материалы отправили в известные и авторитетные астрономические центры для изучения. Благодаря полученным данным, ученые СССР смогли составить довольно подробную карту обратной стороны спутника, где были отмечены сотни объектов. Но до сих пор неизвестным остается одно явление. Все лунные кратеры имеют одинаковую глубину. На первый взгляд это нормально, но кратеры оставлены от падения метеоритов на поверхность спутника. Вес метеоритов разный, значит, глубина кратеров тоже должна быть разной, а она одинаковая, при этом диаметр следов разный. Такое положение дел противоречит физической природе явления. Кратеры разного диаметра с одинаковой глубиной есть две версии объяснения. Под поверхностью Луны есть слой из прочного материала неприродного происхождения, с которым сталкивается метеорит, или же грунт своевременно прорабатывается подземными устройствами также искусственного происхождения.
Пустоты и полости внутри Луны июль 1968 года стал знаковым для Земли. На Луне установили сейсмограф. После возвращения на корабль бесполезный модуль сбросили на поверхность Луны. Ожидаемые колебания породы от удара твердого модуля о поверхность сейсмограф подтвердил. Вот только не в течение нескольких минут, а на протяжении нескольких часов. Но ведь удар не мог спровоцировать такие волнения грунта. Это не соответствует физической природе явления. Специалисты выдвинули версию. Под поверхностью Луны, на глубине примерно в 40 километрах, планета пустая. Примерно так выглядит планета под поверхностью, только при наличии пустот может наблюдаться эффект создания резонанса, зафиксированный сейсмографом. Результаты старенького аппарата можно и опровергнуть, но они повторились при последующих 5 высадках на Луну. Что скрывается за ретушированными фото, почему кратеры имеют одинаковую глубину и как планета резонирует? Эти вопросы еще предстоит решать, равно как и уделять внимание изменяющимся формам и размерам кратеров, появлению на поверхности спутника Земли различных объектов. Несмотря на близость к нам, Луна полна загадок, над которыми самое время подумать.